По факту мы обогнали по ценам, наверное, Швейцарию, но зарплаты у нас далеко не швейцарские. Подорожание, ну да, абсолютно всего. То есть еда за последний год подорожала в несколько раз, начиная с молока, заканчивая яйцами. Ну, то есть как бы это нелогично. Мы начали работать больше, зарабатывать меньше. Люди перестают работать. Они перестают работать официально или же сокращают свои часы буквально до минимума, лишь для того, чтобы просто не платить огромную сумму Мосохносу. Государство должно понимать, что деньги, которые ты получаешь по итогу сейчас, они не соответствуют тем ценам, которые сейчас в магазине. То есть человек, который получал в 2021 году 11 тысяч, сейчас, чтобы так же жить, он должен получать 13, а то и 13,5. Тут настолько все подорожало. Но это ненормально, что да, одни работают, одни все делают, а вторые просто сидят. И помимо того, что они сидят, они еще и получают от государства помощь на покупку себе жилья. Они ставят свои цены, которые они захотят. Это просто обдираловка, по-другому не назвать. То есть государство в этом плане ничего не делает. Это клоунада можно назвать. То, что происходит сейчас вот, в управлении, да, в Иерусалиме. Это клоунада, по-другому никак не назвать. Один другого кидает, там бьет. Второй выкрикивает оскорбление в этот адрес, третий обзывает всю Алию, которая приехала из постсоветского пространства и призывает всех сдавать тест ДНК. Ну, то есть нам нужно немножко другое. Нам нужно порядок, и нам нужно, чтобы сейчас принимались правильные законы. Законы, которые позволят людям нормально жить, нормально работать, нормально воспитывать семьи, да, и не быть в постоянном страхе, смогу ли я завтра пойти в магазин и спокойно купить детям еды. Люди хотят быть уверенным в завтрашнем дне. Сейчас этой уверенности практически нет. Всем привет, друзья! Это интервью будет полезно новым репатриантам, которые только планируют репатриацию или которые уже проходят этот путь. Здесь вы услышите реальный опыт репатриации Евгения, без брошюр, лозунгов и обещаний. Документы, язык, адаптация, работа, служба в армии. Как это выглядит на практике, а не в красивых презентациях. В то же время это интервью и для тех, кто живет в Израиле давно, платит налоги, работает, служил или служит, и при этом все чаще задается вопросом, почему при постоянных требованиях от граждан жить становится все тяжелее. Мы поговорим о деньгах, налогах, Мосохносе и стоимости жизни, оттоке молодежи, религиозных перегибах, неравенстве обязанностей, отношении к критике страны, безопасности, войне и будущем Израиля, без лишних истерик и без чемодан-вокзал. Друзья, сразу обозначу структуру. Первая часть интервью – это история репатриации и адаптации Евгения. От его детства и возвращения в Израиль до службы в армии и начала самостоятельной жизни. Все, кому интересны социальные, экономические и политические темы, могут сразу перейти к нужному тайм-коду. Он будет указан в описании и в закрепленном комментарии под видео. Это видео из плейлиста «Мы любим Израиль» в кавычках, потому что любовь к стране – это не молчание, а право задавать неудобные вопросы. Давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, кто ты, откуда. Да, привет, меня зовут Евгений, я из города Ашкелон. Приехал в Израиль я из Украины, и я здесь уже последние 7 лет, можно сказать, почти уже 7 лет. Уже влился в общество, работаю, понемножку на работе осваиваюсь в обществе, и могу сказать, что жизнь дается тут не совсем легко, но если человек работает, если человек не ленивый, то в принципе жить можно. Расскажи свою историю, как получилось, что ты родился в Украине, но при этом жил в Нальчике, или как? Расскажи подробнее. Да, история эта очень такая забавная получилась. То есть мой отец, он из Нальчика, из еврейской колонки. Это, получается, горские евреи. Так получилось, да, что он познакомился с моей мамой. Она в то время жила на Украине. И все пошло-поехало. Сделали свадьбу. Моя мама переехала жить туда, к нему. По идее, я должен был родиться там. Но буквально за несколько месяцев до рождения по семейным обстоятельствам мама уехала обратно в Украину. И я появился на свет там. Такая вот запутанная история получается. Получается, ты родился как бы в Украине, но при этом не считаешь себя украинцем. Ну, можно сказать и так. То есть так получилось, что я рос там до 4 лет. В 4 года ты уже жил в Израиле. И что вообще помнишь из этого периода? Да, так получается, что в 4 года отец принимает решение вместе с его матерью, покойной бабушкой моей,
вот, что они хотят переехать. Настало время переезда, то есть, да, в Израиль, потому что на то время, видимо, и финансовые какие-то сложности были. Вот, и, соответственно, они сделали репатриацию. Я еще в это время был со своей матерью в Украине. Мы жили в Донецкой области. И когда отец сделал репатриацию, за ним поехали следом мы. Вот, и приехав в Израиль, я, соответственно, да, меня оформили, получил номер Тулат Зеута и пошел в садик. И как получилось, что вы снова уехали? Снова получилось так, что бывает такое, что оба взрослых человека немножко не ладят, и нам пришлось уехать. То есть родители так поняли так, что так будет, наверное, лучше для них обоих. И мама забрала меня, и мы поехали снова туда, в Донецкую область. А папа остался. Да, отец остался здесь в Израиле, он никуда не уезжал. На данный момент у него другая семья, живет хорошо и счастливо. Я с ним, соответственно, поддерживаю связь. Скажи про свое детство, где ты рос уже вне Израиля. Получается так, что как только мы вернулись в Донецкую область, меня сразу определили в школу. То есть почему? Я в Израиле закончил садик, меня записали в 1 класс, и после этого, после записи, буквально через месяц мы уехали. Приехали в Донецкую область, и так получилось, что, в принципе, месяца школы совпадают, и меня сразу послали в 1 класс с моим ужасным знанием русского языка, но знанием иврита. То есть я буквально в 1 классе, для меня был это просто ад. Тебе пришлось учить русский язык, получается. Можно сказать так, мне пришлось учить язык буквально на ходу. Мне было очень сложно писать, потому что нам уже в садике показывали, как правильно на иврите писать. А там нужно было писать наоборот, слева направо. И я иногда ошибался, делал ошибки. И первый год учебы мне выдался, очень сложным. Ты рассказывал, что сталкивался с антисемитизмом. Насколько это было системно и как это на тебя повлияло? Да, это было на протяжении всей жизни, практически всей жизни там, за исключением того момента, когда я оттуда уехал жить и работать в другое место. Но пока я жил там, это была школа, это была учеба дальше после школы. То есть, как это происходило? Допустим, на примере, ты один в классе, и ты один выглядишь не как все. В Донецкой области на то время это было просто ужас. То есть, в каком плане? После уроков тебя могли окружить толпой, и известно любому человеку, что ты один против толпы, ничего толком сделать не можешь. И, соответственно, родитель, когда приходит в школу, в школе от этого толку никакого не будет. Покивают директора, учителя и скажут: да, мы будем внимательнее смотреть, но толку от этого никакого. То есть, если в классе какая-то проблема, виноват кто-нибудь один. Вот такая у них система была образования. Что сейчас там, я не знаю, потому что там полный бардак на той территории творится. Вот, но то, что если ты выглядишь не как все, ты там и чурка, ты и другими словами будут тебя обзывать, я не хочу эти слова упоминать, но самое больше, да, это обзывают жидом, постоянно, это систематически. Что-то не так сделал, шаг не в ту сторону сделал, жид поганый и так далее. И это на протяжении было 16 лет, пока я был там. В какой момент ты начал понимать, что ты не свой в том месте, где живешь? Я это начал понимать на последних годах обучения в университете. Так получалось, что когда я его заканчивал, на то время у нас уже поменялась власть там. И я не видел никаких перспектив на будущее. В плане того, что не было ни нормальной работы там, ни нормального продвижения. То есть что-то можно было по низам найти, ниже среднего получать зарплату, даже не ниже среднего, то есть максимально низкая зарплата, за которую ты даже не можешь нормально прожить месяц. И я понял одно, что нужно просто собирать свои вещи и ехать. Я нашел работу, и так получилось, что я переехал жить в Ростов. Да, вот расскажи про этот этап жизни. С моим переездом вообще вот в Ростов, да, это вообще забавная ситуация. Так получилось, что я ехал просто в никуда по объявлению. Я нашел объявление в интернете, там предоставляли жилье, и мне говорят так, что приезжай, да, мы тебя тут встретим на автовокзале. Я приехал на автобусе туда, и по итогу за мной никто не приехал. Но мне повезло, что там у меня был один знакомый,
с которым я, наверное, провел половину своего детства. Он тоже раньше жил в Донецкой области. И он на второй день просто приехал и меня забрал. Сразу меня ввел в курс дела, дал мне работу. Я начал работать в Ростове. Я в Ростове прожил почти 2 года. Чем ты занимался там? Поначалу я был как и все, на стройке, потому что ты приезжаешь, у тебя нет гражданства, и ты ничего не можешь делать легально, только работа по черному с оплатой раз в неделю. И мне повезло, что да, мне попался он это мой был друг детства, и мне все исправно платили, все было в этом плане хорошо. Потом я нашел вторую работу, эта работа была связана уже с моим образованием. Я по образованию повар, кондитер. Ну, кондитером я себя не назову, я с этим не дружу, но приготовить еду я могу. И понимаю немножко в мясе. И поэтому я пошел работать в шашлычную. То есть я работал с армянами, мы делали шашлык, шаурму, и немножко меня приняли там за своего. Ты говоришь, что у тебя гражданства не было, власть же сменилась, там не раздавали гражданство или как? Ну, гражданства, да, у меня не было. То есть, и даже когда я приезжал на ту территорию в Донецкую область, там ты буквально на птичьих правах, потому что у тебя остается паспорт Украины. И при въезде ты заполняешь бумажку на 90 дней. То есть там тебя заставляют делать паспорт. Но я на это не соглашался. И по итогу 2 года там отработав, я тоже начинал даже там в Ростове замечать, что тоже нету будущего, потому что зарабатывая там зарплату в 30 тысяч рублей в месяц, на нее тоже невозможно было прожить, потому что там начинали подниматься цены. А почему именно тогда твой отец снова вышел с тобой на связь по поводу Израиля? Типа он до этого вообще как-то присутствовал в твоей жизни? По поводу присутствовал или нет, я могу сказать, что, увы, это было минимально, потому что у него была другая семья, но когда мне исполнилось 18 лет, он со мной связался. Он со мной тогда мне позвонил, мы с ним разговаривали буквально 1 час, но в первом нашем разговоре он мне ничего не говорил изначально за Израиль. Он просто спросил, как у меня дела, чем ты там занимаешься по жизни, на кого учился. Да, он пытался наверстать упущенное. И да, мы с ним целый час об этом разговаривали. Вот, и он меня поздравлял тогда с этим с днем рождения, подарил мне подарок. И постепенно мы начали с ним поддерживать связь. С каждым разом у нас, да, были все-таки более откровенные разговоры, делились друг с другом. И в один прекрасный момент, да, это было на работе, я работал, и тут мне он неожиданно звонит и говорит, что так и так, я тебе предлагаю переехать в Израиль. То есть оформлять документы или приехать уже, у тебя был паспорт, приехать его получить, жить в Израиле, работать, развиваться здесь. Я ему сначала сказал, да нет, я, наверное, тут буду пока, что я там буду делать. Но ситуация ухудшалась там. Я понимал, что даже там, находясь без гражданства, да, я ничего не могу добиться, и я попросту от безысходности я с ним согласился и сказал, что да, давай, я согласен. И начал делать постепенно документы, загранпаспорт и двигаться. Какие аргументы он тебе приводил вот в пользу Израиля? Но он мне говорил так, что здесь в Израиле у тебя будет более выгодное экономическое положение, то есть ты можешь больше получать зарплату и лучше жить, больше себе позволить. Если правильно распоряжаться финансами, то, возможно, лет через 5-6, даже откладывая на первый взнос, приобрести свое жилье. Я долго думал, но по итогу из-за его слов, то, что он мне говорил, что тут можно хорошо жить, в принципе, да, он был прав. С какими ожиданиями ты поехал в Израиль? Но ожидания у меня были изначально, наверное, прям максимально завышенные. Это даже словами не передать, насколько они у меня были завышенные. Я же в Ютубе насмотрелся роликов новых репатриантов, которые хвалили, все говорили, что вау, мне все нравится, все круто, офигенно, нам тут помогают. И я загорелся желанием из-за этого. А в какой город ты изначально поехал? Я вернулся в город, в котором я был в детстве. Это город Кирьят-Гат. Я там сразу же, меня отец забрал с аэропорта, и я у него жил некоторое время, пока мы оформлялись. Вот расскажи, ты думал, что ты поедешь и восстановишь паспорт. В какой момент ты понял, что все пошло не так? Ну, изначально история вообще начиналась по-другому. Я должен был пойти в посольство или в Сахнут. Сахнут, кто не знает, это еврейская организация, которая помогает с репатриацией. Я к ним пришел, дал им все документы, которые у меня были, свидетельство о рождении, с национальностью и так далее. Но он после, наверное, 15 минут проверки
Это было в городе Ростов. Он мне сказал, что тебе нужно ехать напрямую в Израиль оформляться. Возможно, он сказал, у тебя будут сложности. Меня это немножко насторожило, но я так подумал, ну, какие сложности? У меня уже есть номер моего Тудадзута. Какие могут быть сложности после этого? Почему он тебя направил именно сразу уехать в Израиль? То есть он никак не объяснил это? Но он не понимал, почему я родился в Украине. Отец там, и для них это показалось более чем неправдоподобным. Ну, с какими ощущениями ты летел? Это была надежда или страх? Я летел, наверное, у меня было больше переживания, ожидания чего-то, и я летел, наверное, у меня еще было небольшое любопытство, как Израиль изменился за все эти года, как изменился город, в котором я рос. И скажу так, что не совсем изменился, там половина всего, как оно и было. Даже мой детский садик, куда я ходил, он даже с теми же стенами остался спустя столько времени. То есть ты прямо запомнил, типа, с 4 лет, каким он был? Да, я запомнил. У меня память в этом плане очень хорошая, даже, ну, как бы такими вспышками, отдельными моментами, эпизодами из жизни. Помню своих воспитателей, помню и даже как нас кормили в садике. Не изменились эти магачиот в Израиле, ничего, которые дают там курица, кускус, овощи. То есть для меня это было ностальгия, когда я первый раз за долгое время в Израиле поел это все. Расскажи, что произошло в МВД уже в Израиле? Ну, получается, изначально, когда я прилетел в Израиль, в аэропорту меня задержали. Я думаю, странно и так далее. Я им даю все документы, даю им распечатку, правда, моего Тудадзута, он его проверил, говорит, зачем ты сюда приехал? Я говорю, как зачем? Я имею право приехать сюда. Он говорит, ну хорошо, а кому ты приехал? Я говорю, мой отец здесь. Дал его номер Тудадзута, и спустя минут 15 проверок он пошел куда-то в другой мисрат, разговаривал с своим коллегой. Они мне дают визу на то ли 2, то ли 3 месяца, я не помню. Вот, и он говорит, да, иди в мисрат. Это все, что мне там сказали. И я приехал, это был праздник Песах, если я не ошибаюсь. И после Песах, как только вот первый день рабочий был, мы с отцом собрались и пошли в Мисрат Апним. Зашли туда и говорим, что вот я приехал, я хочу получить свой тудадзут. Она открывает дело, начинает на меня странно смотреть, и вместо тудадзута начинает мне давать бумаги и говорит принести то, это, пятое, десятое. Я говорю, ну хорошо, мы это все принесем. И начался большой сбор документов. И из этого сбора документов мне пришлось даже один раз вылетать, чтобы собрать документы, потому что некоторые нельзя было получить в Израиле. И по итогу я вылетал на пару дней, собрал документы, все принесли в Мисрадапним и отдали. И после этого у нас было около месяца тишины, абсолютной тишины. Мы им звонили, они нам ничего не отвечали, говорили, ждите ответа, приходит конверт и в нем отказ. Что ты почувствовал, вот, когда получил этот отказ? Я уже не могу прям так сказать, что я почувствовал, но это было немножко злость, это было и разочарование. Как так, почему, если у меня есть номер Тододзута? И отец сказал так, что мы идем к адвокату и будем подавать в суд. Адвокат сделал все документы, мы подали в суд, и на первом же судебном заседании нам судья говорит и заявляет такую очень интересную фразу, что я не сын обоих родителей. Докажи, что ты их сын. Я стою, и отец стоит в шоке, смотрит. И отец тогда сорвался немножко и говорит, вы посмотрите на фотографию его матери, посмотрите на меня. Если бы он был бы блондином, я бы сам пошел делать с ним тест ДНК. Судья с таким серьезным видом смотрит, говорит, это меня не волнует. Вы идете делать тест ДНК. А тест ДНК в Израиле это очень большая сумма. Тем более, если второй, кому надо его сдавать, находится за границей. Типа маме, да, нужно было сдавать, да? Да, мать должна была ехать в посольство. Тут нужно было в Израиле это оплачивать. Вот, она там заказывает очередь. И процедура только для нее стоила 5000 шекелей. И как это по времени, сколько это все по времени взяло? 2 месяца, потому что, как мы знаем, у нас в Мисрадапним работают не самые быстрые люди. 2 месяца заняла процедура. То есть именно пересылка, сдача там и так далее. А вот наша с отцом здесь сдача заняла буквально пару дней, и пару дней мы уже получили этот результат. А сколько это стоило все для всех?
За все вместе с тестом ДНК мы подсчитывали, вышло порядка 30 тысяч шекелей. То есть я не успел получить гражданство, 30 тысяч шекелей мы государству уже отдали. И что, после того, как вот ты получил гражданство, тебе вернули эти деньги? Нет, кто будет возвращать? Ну, типа, не знаю, государство. Такое, тут не я один это прошел по ходу, потому что тут много людей проходило, и многие люди задавались вопросом, и никому никто не возвращает. Это просто государство наживается вот так на своих гражданах. Как ты психологически прожил этот период? Психологически мне было не очень хорошо, потому что я за этот период набрал, наверное, лишних килограмм 10, а то и 15. Вот, и это было в первые 3-4 месяца, когда мне отказ сделали, когда мы начали подавать. И после этого мне отец говорит, давай вот ищи работу, начинай работать, потому что мне одному сложно тебе все документы оформлять. Почему? Потому что у него семья, у него на тот момент было 6 детей, и он работал один, а жена дома была с детьми, она домохозяйка. И так получилось, что я пошел работать сразу же в Израиле, и знаем, я думаю, мы все догадываемся, куда это Никайон. И так получилось, что я отработал месяц, и через месяц мне попросту, когда пришло время зарплаты, мне ничего не заплатили, порядка 8 тысяч шекелей. Мало того, что я работал по минималке, так просто каблан, он киданул меня и ничего абсолютно не выплатил. То есть он мне давал только деньги на дорогу. Ты как по черному работал? Я не смог подать ни в полицию, никуда, потому что если бы я заявил в полицию за то, что я работаю по черному, без суда и следствия я бы, наверное, в следующий день уже был бы в Бен-Гурионе. Ну, типа, без паспорта, да, как турист. Да, Мгм. да, вот. Но так получилось, что очень мне повезло. Когда я с ним работал, я познакомился с многими людьми и начал работать с одной женщиной. Я не могу говорить с кем, потому что я подставлю человека. Имена нельзя говорить. Я просто скажу в общем, что это. Это в Израиле у нас есть циммеры, да, там, где люди приезжают отдохнуть или виллы снимают с бассейном, джакузи. Я чистил бассейны, чистил джакузи, в общем, помогал по всему, что я только мог и что я знаю. То есть даже вплоть до того, что я вешал лампы, вот, и все прочее делал. И там мне платили каждую неделю исправно, без каких-либо проблем. Честная женщина, я даже после получения всех документов еще несколько лет с ней работал. Было ощущение, что система настроена против тебя. Да, и не раз. Особенно, когда я делал гражданство, не раз это было. Попросту я не понимал, почему они это делают. Почему так происходит, когда ты получаешь даже ответы теста ДНК, там где написано, что ты на 99,99% сын отца, и там у меня чуть меньше совпадения с матерью получилось, я не знаю почему так, но тоже там 90 с чем-то процентов, но отца больше. И меня даже после этого послали в прокуратуру проходить проверку. То есть почему-то других людей не проверяют. Я после теста ДНК имел полное право на через 5 минут получить тудат-зеут в Мисрат апним и выйти оттуда уже гражданином. Нет, им нужно было меня еще месяц после этого мусолить и как можно дольше меня проверять. Я не знаю, зачем они время тянули. Понятия не имею. Связываешь ли ты это с общей политикой по отношению к репатриантам из СНГ? Да, это напрямую связано, потому что в то время, когда я делал репатриацию, в Мисрат апним находился человек, я не помню уже его имя, он возглавлял Министерство репатриации, и он неровно дышал к людям, которые выходцы из постсоветского пространства. То есть малейшая какая-то заминка, они тебя сразу посылали проходить дополнительные тесты, дополнительные проверки. Но по отношению к людям, которые ехали из Европы и Америки, таких проверок не производилось. Я думаю, зрители поймут, о ком ты говоришь. Да, это можно поискать. Он до сих пор какое-то место занимает в Кнессете, кем-то там числится. Я, честно, даже не знаю, надо посмотреть, самому интересно. Где он в этот раз решит испортить что-нибудь. Когда ты наконец получил паспорт, это было счастье или опустошение? Я вышел с Мисрат апним, можно сказать, как будто бы в тумане, держа в руках эту распечатанную пластиковую карточку. И у меня было и опустошение, у меня было какое-то разочарование. Потому что, когда человек, да, вот он психологически, он долго ждет, долго надеется, проходит через многие какие-то испытания в жизни, а потом получает эту вещь, бывает, не всегда бывает радость от этого, бывает просто воспринимаем это как данное.
ну, есть, все окей, ну, получил, то есть, да. И для меня это уже ничего не изменило, потому что я к тому времени уже был как бы своего рода интегрирован, да, я работал, у меня уже все были деньги карманные и так далее, я не зависел практически от отца. И можно сказать так, что я просто получил статус гражданина, и снова мне выдали тот же мой номер тудадзута, хотя мне заявляли, что я заново делаю гражданство. Это прошел год или прошел несколько месяцев? Я просто запутался, извини. Это получается год и пару недель. То есть вот так вот вся эта процедура. От моего приезда до получения год и несколько недель. Но тебе как бы дали какой-то статус там временный, да, что ты можешь официально там находиться в Израиле. Э, Мне продлевали каждый раз с большой такой натяжкой визу. Даже когда я подал в суд, они говорили, что это не основание на продление. Хотя по закону они не имели права мне отказать. Они меня просто на лавочке держали пару часов перед тем, как мне в паспорт поставить визу на 60 дней. Хотя судебный процесс может длиться и на несколько месяцев дольше. То есть они попросту на то время издевались над гражданами. По-другому это не назвать. Над теми, кто имеет полное право на получение гражданства. Это издевательство. Ты говорил, что начал вспоминать иврит уже на работе. Почему ульпан в твоей жизни так и не появился? Так получилось, да, что я в детстве, когда я был в садике здесь, я изучал язык. И когда я уже уезжал, я знал иврит, ну, в принципе, ну, как и ребенок, да, его знает, может объясниться. И в некоторых местах даже помогал там, маме, бабушка, когда в гости приезжала, помогал, с ней ходил. Вот. И так получилось, да, что я на работе, когда работал у той женщины, и надо было работать с клиентами. И благодаря тому, что я не работал, допустим, в коллективе, которые знают русский язык, у меня не было выбора. То есть ты просто хочешь, не хочешь, тебе нужно объясняться. То есть она мне дает задание на иврите, и я должен был это понять. Если я не понял, это уже были мои проблемы. Я даже некоторое время просто записывал наши разговоры. Она мне по телефону звонила, говорила задание. Потом, что не знал, я переводил. И вот в таком темпе у меня, наверное, за несколько месяцев я уже базу знал, что мне и как нужно объясниться. Потому что ты в таких вот психологических трудных ситуациях находишься, тебе срочно надо это знать. И это подталкивает очень быстро изучать язык. У тебя просто нет выбора. Вот в своих видео на ТикТоке, да, ты честно признался, что ни разу не был в Ульпане. Это было вынужденное решение? Так получилось в жизни, потому что, получается, когда я получил гражданство, я через месяца полтора уже переехал жить один. И я получил статус также и нового репатрианта, потому что я отсутствовал 16 лет в стране, и это полагается. И мне давали выплаты 2700 шекелей, там, с копейками. Но я искал, допустим, в своем городе, в Кирьят-Гате, квартиру, мне нужна была маленькая квартирка, желательно студия, я думал, найду даже за 1500 шекелей. На то время, это был 2021 год, цены были еще маленькие на жилье, но ничего не было у нас в городе. И я нашел двухкомнатную квартиру, и, соответственно, в ней я жил, и платил за нее 2300. И у меня оставалась корзина буквально пару сотен шекелей. А еще нужно было заплатить за всю коммуналку. И по итогу у меня квартира выходила полностью во всю корзину. И да, я пошел сразу же искать ульпан. Потому что я думал, надо изучать иврит. Я пришел, и мне говорят, что сейчас ульпана нет, он будет начинаться через полгода. Я думаю, ну окей, хорошо, пойду работать. Пришел, получается, я нашел работу через Коахадам. В Коахадаме мне нашли работу, я им объяснил, что я ищу ее на полгода до начала ульпана, а потом я буду искать подработку. Ну, я пошел и начал работать. Это была сложная очень работа, потому что это был металлический завод. Там была неделя в ночь, неделя в утро. То есть организм просто сходит с ума от этого. Ты только привык днем работать, тебе надо на ночь переключаться. То есть я за эти 6 месяцев, которые там работал, я чуть с ума не сошел. Вот. Но хотя там зарплата была хорошая. И когда начался ульпан, и я оттуда ушел, вот,
И тоже пришел опять в Куахадан, говорю, мне нужна подработка. Подработка мне нужна несколько раз в неделю, потому что те дни, когда я хотел изучать иврит, я хотел полностью этот день на изучение языка. То есть никаких работ, потому что если ты работаешь, а после работы приходишь еще учиться, то в голову особо ничего лезть не будет, потому что ты всю энергию оставил на работе. Вот, а Ульпан у нас был с утра. И я хотел работать 3-4 раза в неделю, помимо Ульпана. Но таких вакансий у нас не нашлось. И мне пришлось попросту пойти уже в городе Кириат-Гат снова на металлический завод, но работать только в утреннюю смену. Но после месяца работы я снова начал работать и утро, и ночь, потому что зарплата не позволяла тогда попросту закрывать все расходы. И вот так я и не пошел в Ульпан. Иврит я учил, можно сказать, и на работе. Это был и телефон, мобильный телефон, это был YouTube, это были аппликации на перерыве, немножко что-то для себя брал, общался с коллегами по работе. Вот, и вот так вот понемножку я схватывал новые слова для себя учил. Вот, и вот так постепенно оно и дается. Главное не находиться постоянно на работе в русскоязычном коллективе. Я понимаю, что это комфортно, но для комфортной жизни в Израиле также нужен иврит, потому что без иврита ты просто ничего сделать не можешь. Ни направо, ни налево, ни в банке, никуда. И когда ты почувствовал, что уже как бы начал разговаривать на иврите нормально? Я это почувствовал, наверное, на 4-й год уже жизни в стране, потому что вот за 4 года, да, я вот почти все для себя взял, что мне было нужно из знаний, то есть, да, чтобы нормально объясниться. Я не говорю, что даже сейчас у меня он прям высокий уровень иврита, нет. То есть для меня нет проблемы позвонить, на иврите что-то уладить, на иврите что-то заказать, объяснить, что я хочу, объяснить, где я, да, и как я себя чувствую, и более какие-то такие сложные вещи на работе, потому что на моей работе нужно знать иврит хотя бы на среднем уровне. Расскажи, когда и через сколько тебе пришла повестка от армии, и какая была у тебя первая реакция на это? Мгм. Мне пришла повестка буквально, когда я отработал год уже на этом заводе в Кириат-Гате, мне пришла повестка, и открыв ее, я вижу, это нужно прийти на цав решен, как у нас говорят, на обследование, и чтобы понять, разобраться, где ты будешь вообще, да, служить, что ты будешь делать. И я, соответственно, поехал туда, но ехал так настроенный, что я сейчас им скажу, нет, я не хочу, я не буду. Как это, почему я обязан служить, если я приехал сюда в страну, точнее, да, мой отец уже отдал за меня 30 тысяч шекелей, мы заплатили стране сполна, почему я еще должен что-то кому-то давать, кому я там должен, какие долги стране. Это мне объясняли, что у каждого человека есть долг в стране. Я тогда им сказал, что я заплатил стране 30 тысяч шекелей. Они изначально не поняли, как это заплатил 30 тысяч. Я говорю, ну вполне вот так вот заплатили. Тест ДНК и доказывал, что я сын обоих родителей. Но они говорят так, что это, как они, лёка шур, это нас не волнует, ты обязан. Вы не понимаете, это другое. И я им сказал так, что я не хочу. То есть вы можете меня забирать, но я не хочу. Чтобы вы понимали, я не иду добровольно в армию. Они меня отпустили на полгода. И через полгода опять начали мне присылать сообщения. Я снова туда пошел. И по итогу у нас так получилось, что мне сказали, либо ты идешь в армию, ты приходишь добровольно, либо мы за тобой посылаем Миштару свои. Военная И полиция. тебя забирают в военную тюрьму. Да, военная полиция. Ну, я тогда помню сам, да, поехал. И так получилось, что забрали. Забрали меня, и я пошел в армию. Почему ты решил как-то извлечь пользу от армии? Ну, типа, расскажи вот поподробнее. Не все знают, что вообще в Израиле можно получить какую-то профессию в армии и все такое. Да, можно получить профессию, нужно только правильно к этому подойти. Армия тебе, если ты уже пошел, много чего может дать. Я пошел в армию, да, и у меня на момент, когда я уже был в армии, у меня были права категории Б, это на легковую машину до 3,5 тонн. И я решил, что почему бы нет, если дается возможность бесплатно вытащить права на категорию С1, это до 12 тонн грузовик, я согласился. Я им сказал, что я хочу только это. Они мне, соответственно, предлагали и боевые пойти, но в боевые я идти не хотел, потому что
Я насмотрелся на оружие в Донецкой области, когда началась война, я насмотрелся на взрывы, мне не доставляло это особенного удовольствия идти и снова стрелять и так далее. Я пошел на водителя и получил там права, и с ними закончил армию. Как себя чувствовал среди более молодых? Тебе было тогда 24 года уже? Да, это было очень забавно, это было даже иногда и смешно. Почему? Потому что когда мы проходили, Курс молодого бойца. да, курс молодого бойца, у нас командирша была младше меня на 5 лет и ниже меня. Я на нее смотрел, буквально голову мне нужно было опустить вниз, чтобы нормально ее, то есть при моем росте, 1,86 м, я должен был на нее смотреть вниз. Или она на меня вот так вверх. Да-да, я помню, тоже когда был в армии, такая тема была, что там взрослые мужики на курсы выйдут, и типа их там погоняют какие-то девочки, командирши. Абсолютно верно. Это, если не ошибаюсь, база называется Михвелон. Да-да. Ты тоже там был? Я там, к сожалению, побывал, да, но я же говорю, даже и там, изучая иврит, я ничего не учил, потому что я попал туда, то, что там преподавали, я это уже все знал. Но меня туда определили, потому что я должен был пойти. Они не знали просто, что со мной делать, и на отмашку меня туда послали, на эту базу. И я там с сентября до декабря или января, можно сказать, чилился там, сидел. Но мне не очень понравилось. Почему? Потому что правила, которые были там, они были абсолютно туповатые, если можно так сказать, на мой взгляд. Но вот когда я закончил там уже и перешел на обычную свою базу, на которую я ездил, да, это была база очень классная. То есть у нас и командиры были просто как друзья тебе. Я очень хорошо с ними ладил, хотя я был старше. Старше от одной командирши, а второй командир был со мной старше меня на 1 год. Вот скажи вот эти ощущения, вот когда ты переходишь из Махвалон, ну, типа из этой базы, да, где там ты должен ходить по струнке, и ты переходишь, ну, в настоящую, как бы, армию, и где ты вот можешь со всеми разговаривать, как бы, на «ты», да, ну, типа того. И вот какие-то ощущения. Да, 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 да. Но я не ожидал, что такое бывает. То есть я когда там уже был, я думал, что ну это капец какой-то. Если так будет 2 года, я не выдержу. Так и вскрыться можно. Но это шутка, конечно, я не хотел скрываться. Это мы шутили так. Но вообще началось это еще немножко задолго до базы обычно. Я когда пошел сдавать на курс грузовика, у нас уже были нормальные, более-менее нормальные командиры. И по сравнению с базой Михвалон, э, дисциплина там понизилась, наверное, процентов на 30. То есть мы могли спокойно зайти, посидеть, поговорить с командиром, пообщаться, то есть рассказать ему, если какие-то проблемы есть. Вот, не так, как надо было обращаться командир, командир постоянно. Нет. Спокойно сесть на ты, поговорить без каких-либо проблем. А уже полное, то есть абсолютное погружение, да, это было уже на обычной, уже стандартной базе, когда ты получаешь образование. Вот в моем случае это были права на грузовик. Тогда я перешел туда, и попросту я был как на работе. Каждый день для меня это было как работа. Ничего сложного такого не было, просто нужно выполнять. Тебе сказали, вот норму выполни, ты выполняешь. Все остальное время ты можешь или спать, или в телефоне сидеть, или кушать что-то. То есть свобода была. Ну, типа, для меня было такой прям шок, наверное, в армии, когда я первый раз увидел, что командир дает команду, а ему может ответить, да не буду это делать. Типа, такого плана. Да, бывает. Но бывает такое, что ты не можешь отказаться. Бывает, допустим, когда у нас были какие-то такие форс-мажорные ситуации, что нужно сделать. То есть командир говорил, что в этот момент все делают, что я говорю, никаких отказов, потому что сначала он получит командир за это, потому что не было выполнено, потом уже мы получаем. Расскажи, что тебе дала армия и что, наоборот, забрала. Ну, свое мнение. Ну, прежде всего, это время, да. Для каждого человека ценно его время. Я дал 2 года своей жизни в армии. Выйдя с армии уже почти в 26 лет я закончил, да, и через месяц мне 27 исполнилось. Вот. Что мне дала это, соответственно, да, это возможность работать на грузовике, потому что, работая на грузовике в Израиле, я понимаю сейчас одну вещь, что у меня нету, как на заводе, на котором я работал, да, у меня нету Минеэля, это
директор? Минель — это директор или управляющий, там, да, который ходит, проверяет работу. Он не сидит на шее у тебя. То есть мне никто не может сказать: работай быстрее, когда я работаю на грузовике, едь быстрее, да. То есть такого нет. Когда мне один раз позвонили, сказали: едь быстрее, я попросту положил трубку. Сказал: еще раз ты мне позвонишь, я тебя заблокирую. Никто меня не уволил, вот перед вами уже с того инцидента прошел год, сижу здесь. Скажи, вот ты закончил службу буквально перед 7 октября, правильно? Да, да. Как быстро ты вернулся к гражданской жизни? Тебя отпустили или как бы пришлось еще чуть посидеть из-за войны? Смотри, в армии, да, у нас водителей, их, можно сказать, что многовато. Но вот я помню, вот 7 октября, это 6 утра, даже чуть раньше, без 5-6 вроде. Мы тогда еще с моей девушкой, это уже сейчас моя жена, жена тоже 2 года, кстати, слава богу. Круто, круто, поздравляю. Вот. На то время, да, это была моя девушка. Она тогда еще была в армии, кстати. Она после 7 октября еще служила в армии. А я на то время уже все закончил армию. Я месяц после армии просто был на таких подработках мелких, пока ждал эту вакансию на грузовик, пока это оформление все шло. Я просто подрабатывал. Но это сейчас не важно. В общем, утро было так, что мы подскочили, да, это было в Кирьят-Гате, от того, что начались сирены. Я думал, ну, наверное, сейчас отстреляются и снова пойдем спать. Но не тут-то было. То есть мы жили тогда в Кирьят-Гате, у нас не было э, Мамад, это бомбоубежище, не в квартире, то есть это надо было каждый раз бегать вниз. Мы поехали просто к знакомому, у них была квартира новая, там, соответственно, был этот Мамад, это, опять же, да, это бомбоубежище. Бункер. Бункер, прям в квартире. Мы в него зашли, просто почти до вечера в нем просидели первый день, потому что бомбили настолько сильно в течение дня, что это просто было невозможно. Но самый страх это был, когда мы открывали новости или ТикТок, и в прямом эфире, до сих пор перед глазами это все у меня стоит, я дважды попал на прямой эфир, в котором показывали тела. И я сначала подумал, это какой-то розыгрыш, но потом это появилось скриншоты в телеграм-каналах, то есть в новостных каналах это появилось. И мы поняли, что это не розыгрыш, то, что там что-то происходит. И каждые, наверное, 15-20 минут появлялись новости. Было, конечно, жутковато в тот день. Ну, это же получается как бы твой первый опыт Первый опыт в Израиле. нет. То есть обстрелы были постоянно. Я к обстрелам привык, я даже их не боялся. Почему? Потому что я приехал из Донецкой области. Давай признаем честно, у нас там железного купола не было. И если у нас там взлетала ракета, да, допустим, неважно откуда, то ли со стороны там, где Украина контролировала, то она летела просто до конца. То есть ее сбивать было особо нечем. От нас в километре падала ракета. Ну и после этого, когда я приехал в Израиль, для меня было абсолютно не страшно то, что запускали ракеты. Я не сильно боялся. Вот и все. Но 7 октября это было даже больше, чем в Донецкой области за все время войны. Это было круче, блин, чем грады, которые там запускали. Потому что так получилось, что мы вышли тогда на балкон, и буквально на моих глазах без сирены упала ракета. Это было зрелище, наверное, ну как в кинотеатре, по-другому не назовешь. Где-то далеко или где-то близко? Метров 800 от нас, и так получилось, что я жил недалеко там. Если так вот брать от моей улицы, от того места, где я именно жил, да, а не там, где мы прятались в бомбоубежище, то там вообще метров 500. Как у нас не вылетели окна, я не знаю, но повезло нам. Типа на открытой местности где-то? Попало в дом. Осколок попал прямо в окно. Но благо, что вроде никто не пострадал. Мы потом вечером, когда ехали на машине, мы видели там половины стены не было. То есть на втором этаже вот так выемка была в стене, да, не было, ну, то есть дырка. А вот такой вопрос, вот многие репатрианты, когда да, переезжают, репатрируются, они как будто бы даже и не знают, что здесь война идет, и что здесь такие моменты бывают. Ну, даже, можно сказать, не вот сейчас то, что война, а вообще, что здесь иногда бывают всякие конфликты. То есть они даже не думают об этом. Вот у тебя, когда ты репатрировался, ты знал, как бы, что здесь происходит? Да, естественно, я знал. Я знал, куда еду, я знал, что тут будет вот такая ситуация, но также я осознавал, что здесь ситуация с защитой населения, она куда лучше. Правда, до 7 октября я это осознавал.
После 7 октября ситуация, как у всех, наверное, немножко изменилась в плане того, что не все теперь на 100% доверяют безопасности. Мгм. Ну и вот расскажи про вот этот момент. Был ли страх, злость, рассеянность, типа после 7 октября? Вот, как ты это все пережил, осознал? Ну, не то, что страх, это можно назвать немножко по-другому. Это было недопонимание или непонимание ситуации, которая у нас происходила. Это если бы первый день. И даже не осознавание всего этого масштаба, который тогда происходил. Мы начали только на день пятый, шестой получать уже эти все новости о той дороге с машинами и так далее. И честно, допустим, да, мне многие говорили, кто у меня друзья есть и знакомые, что нужно уезжать и так далее, там нечего делать, ты чего? Ничего там хорошим не закончится, все, Израилю конец, но я в это не верил до конца. Я понимал, что вот если ситуацию так взять, да, они контролировали, кто к нам зашел в Израиль, да, хамасники контролировали определенную часть, и было ясно, что долго это не будет продолжаться. То, что их обратно выгонят и территорию обратно зачистят. То, что произошло. И после этого как-то постепенно начали мы привыкать к обстрелам, к тому, что у нас постоянно со стороны, да, вот если вечером выходить в сторону Газы посмотреть, то там постоянно небо светилось, и мы привыкли спать под постоянные бомбежки. Не нас, а их. То есть у нас так получается заведено. Если там у них шумно, то получается, если у них шумно, то у нас, соответственно, будет сразу же тишина. Потому что чем у них громче, тем у нас будет тише, тем мы можем более спокойнее спать. Я думаю, это не только я так понимаю, да, понимают и все. То есть, если Газу бомбят, значит, пока что у нас тишина и спокойствие будет на время. Делал ли ты милуим во время войны? Мне один раз звонили, и то сказали всего лишь быть готовым. То есть, собрать сумку, потому что мне в любой момент позвонят. И я, наверное, первый месяц у меня была собранная сумка, но потом сказали, что вот у нас пришли новые водители, и водители пока справляются, то есть пока ты не нужен. И так пошло-поехало, что за все время меня ни разу не вызвали на Милуим, но я на работе косвенно относился к тому, что, к тому, что я мог работать на армию. То есть я не могу подробности говорить, но я работал на армию через компанию. Как ты считаешь, когда вообще вот все эти войны закончатся, вот этот конфликт? Сейчас перемирие, как бы, но вот когда все это вообще закончится? Сколько еще ждать? И я думаю, правильный вразумительный ответ никто не может дать, потому что, да, одному Богу известно, что будет дальше, но если брать вот с моей, как говорится, колокольни, что вижу я, то мира здесь никогда у нас не будет на Ближнем Востоке. Его не будет попросту, потому что нас окружают почти со всех сторон фанатики. Все это из-за того, что нас окружают фанатики, а именно это радикальный ислам. Я не говорю за всех людей, есть у нас и нормальные соседи, допустим, если брать какую-то страну, которая у нас Ливан, да, с которым у нас постоянно идет сейчас вот напряжение, и, возможно, и будет война, кто знает. В Ливане половина людей нормально относится к Израилю, а половина, как мы знаем, достаточно плохо. И из-за этой ситуации, то, что, да, вот так вот взгляды в странах вот такие, у нас никогда не будет мира. Может, с Газой у нас будет что-то, я не говорю за мир, а то, что она не будет более приносить нам э, опасности. Может, с ней уже раз и навсегда разберутся, да, но надо понимать, что вокруг нас еще много других стран, которые к нам неровно дышат. Даже Иордания. Хоть и мы там, у нас экономические какие-то есть отношения, но там держится только все на власти короля. Завтра короля не станет, не дай Господи, то у нас будет то же самое, что и с Газой. Так что такой вот ответ. Мира у нас не будет здесь. А что будет с обществом после войны? Если брать чисто вот эту войну с Газой, я даже не знаю, как это правильно охарактеризовать, что будет с обществом. Общество сейчас у нас немножко, так сказать, не доверяет друг другу. Не то, что не доверяет, а у нас разобщенность есть определенная, да.
как у нас называют, левые, правые, да, то есть у нас сейчас очень большая разобщенность. Но из-за того, что у нас сейчас война, да, люди как-то притихли немножко и стараются вместе сплоченно как-то это все пережить. Но вот когда закончится война, когда снова вернемся к той ситуации, мне сложно говорить, потому что я хотел сказать Масаву, ситуации, той ситуации, которая у нас была до войны, это реформы и все прочие законы, против которых люди выходили на улицы, да, это будет снова, но теперь это будет в еще большем размере, потому что у нас выборы будут в конце следующего года, точнее в 26 году у нас будут выборы, и в результат этих выборов, он будет для Израиля очень сильно вот, отражать, да, что будет дальше с Израилем. Потому что если снова победят те, кто сейчас, то я не думаю, что будет что-то нормальное здесь. Мгм. А вот ПТСР среди ветеранов, там, военных, это реальная проблема? Да, и я скажу так, вот, допустим, меня в армии много раз вызывали для прохождения проверки, то есть это у нас в армии называется кабан или просто семейный психолог, да, армейский такой есть, и я 2 раза к нему ходил. Почему? Потому что когда мы проходили курс молодого бойца, я отказывался брать оружие, я говорю, я не хочу стрелять, мне это не надо, они меня 2 раза туда посылали. И первый раз он толком не дает никакого ответа. Он просто говорит, да нет, иди, все с тобой нормально, нет, все будет окей. Вот. И только после 2 раза, когда со мной поговорили, я объяснил ситуацию, я объяснил, что мне не очень хорошо от того, что я буду, допустим, если буду находиться в боевых войсках, только после 2 раза мне всего лишь только ограничили использование оружием. То есть я не должен был буквально с автоматом спать, потому что, как они сказали, это доставляет ему дискомфорт. То есть мне нужно было буквально ждать еще плюс месяц целый. Я до этого месяца должен был с автоматом постоянно быть. То есть месяц меня помучили, и только после этого сделали для меня буквально одолжение. Это говорит о том, даже если вот в армии, как я обычный человек, у которого нет прям таких серьезных каких-то, да, проблем, если я не смог нормально получить что-то, то я представляю себе, как люди, у которых реальные проблемы, которые вышли с газа, как они вообще ничего нормально получить не могут, пойдя уже здесь, да, на гражданке просто к психологу. Поэтому и люди делают с собой те вещи, которые, да, потом мы в новостях читаем. И я считаю, это очень плохо. Страна должна в этом плане делать акцент на тех людей, то есть быть с ними, звонить, постоянно поддерживать, напоминать им, что они не одни, и отслеживать постоянное его поведение и изменения в поведении, потому что, допустим, в новостях, когда мы читаем, да, что вот, человек с собой покончил, да, это очень плохо, но родственники говорили, что у него были изменения в поведении. А где в это время были психологи? Почему не проводились никакие беседы с ним? То есть вот в чем проблема. Такое ощущение, что немножко все равно на эту ситуацию. Чувствуешь ли ты себя в безопасности в Израиле? На все 100% нет. На процентов 70 вот так вот. Это после 7 октября изменился? Да, и после 7 октября, после актов, которые у нас происходят, то есть это как лотерея, я считаю, сейчас. Ты можешь ехать по дороге, да, и домой не доехать. Какой-то умалишенный выбежит из машины и начнет стрелять по всем проезжающим. Домой не доедешь, то есть из-за этого. Вот ты говоришь об узаконенном обнищании работающих. Когда ты это почувствовал? Да. Ну, когда, допустим, добавляли к нам зарплату, добавили зарплату на работе, и перед этим у нас еще поднимали вычеты, да, все, то есть у нас поднялся биток Леуми, то есть все эти, ну, когда ты получаешь зарплату, у тебя с зарплаты забирается какая-то часть, да, там, на налоги и на все вычеты. Они у нас поднялись, то есть, но когда тебе дали зарплату, она у тебя превысила определенный уровень, и все ожидали, что будет больше зарабатывать, а по факту мы получили даже меньше. Я получил меньше зарплату на 400 шекелей, то есть, а отработав даже немножко больше. То есть вот так вот получилось. Мы сначала даже ходили разбираться в офис, думали, такая-то ошибка, нам сказали нет, подняли вычеты. То есть, так мы спрашивали, а зачем вы подняли зарплату тогда? То есть, зарплата у всех выросла. Ну, то есть, как бы, это нелогично. Мы начали работать больше, зарабатывать меньше. Вот так вот. При этом есть инфляция и подорожание всего.
налоги, цены. Подорожание, ну да, абсолютно всего. То есть еда за последний год подорожала в несколько раз, начиная с молока, заканчивая яйцами. Масахнаса — это справедливая система или скрытое повышение налогов? С одного боку, это, можно сказать, должна была быть справедливая система. Она должна была, да, налоги собираются для того, чтобы тебе потом оказывать какие-то услуги в государстве, да, и в принципе, чтобы государство функционировало. Но во что это превратилось за последнее время, я думаю, все люди замечают. То, что Масахнаса просто охотится за каждым твоим шекелем из зарплаты. Превысил там на шекель, все, тебя берут настолько, насколько это возможно. Толкает ли эта система вот, людей в серую зону? Заработок по-черному? Я думаю, что да. Почему? Потому что у меня есть на примере люди, которые так делают. И я когда, допустим, записывал свои ролики, да, в ТикТок, я не просто, да, вот так вот раз и думаю, ну давай запишу. Нет, я ехал на работу, да, я говорил с человеком, что вот так вот люди перестают работать. В плане того, что они не перестают полностью работать, они перестают работать официально. Или же сокращают свои часы буквально до минимума, лишь для того, чтобы просто не платить огромную сумму Масахнасу. Да, он говорит так, что я буду платить государственный налог, да, но я не буду платить его в больших размерах. А все остальное я пойду работать, допустим, на подработку. Неважно, там, посуду мыть. Даже если человек работает на какой-то хорошей работе, он просто на любую подработку идет и зарабатывает хорошие деньги, и то, что он получает, оно все его. Он ничего не дает в налоговую. И человек просто замечает, что он начинает жить лучше. И я считаю, с одной стороны, это хорошо, а с другой плохо. Потому что государство как будто само тебя отталкивает от себя. Оно говорит, не надо, не работай много, не плати нам деньги. Но тогда они сами остаются без денег. То есть надо было систему эту корректировать, когда у нас в Израиле было несколько подорожаний. Государство должно понимать, что деньги, которые ты получаешь по итогу сейчас, они не соответствуют тем ценам, которые сейчас в магазине. То есть человек, который получал в 2021 году 11 тысяч, сейчас, чтобы так же жить, он должен получать 13, а то и 13,5. Вот настолько все подорожало. Это жилье, это страховки, это автомобиль платить, абсолютно за все заплатить. Вот я это имею в виду. Почему, по-твоему, в Израиле нет реальной конкуренции на авторынке? Ну, потому что у нас есть несколько компаний, которые сюда завозят автомобили, и они решают, что они будут завозить сюда. На примере, допустим, возьмем меня, который хотел купить машину, да, новую. Я пришел в магазин и спросил у них, когда эта машина будет в Израиле, потому что она вышла, допустим, 2 года назад уже, как ее сделали, да, она была в производстве, но была комплектация машины, которая не совсем меня устраивала. Мне сказали, что этой машины не будет. И по итогу я купил машину, которая у них была, и буквально через 3-4 месяца они объявляют, что они завозят ту модель, которую изначально они не планировали завозить. То есть компания для себя сама решает, что она хочет продавать, когда она хочет продавать, и это не устраивает всех, это одно. А второе, это то, что у них монополия на цены. Машина стоит, допустим, на заводе, если переводить в шекели, ну, 70-80 тысяч шекелей, да. А когда она приходит сюда, в Израиль, она становится 150-160, а то и больше. В зависимости от какой у нее двигатель и какая у нее комплектация. Поэтому конкуренции у нас не будет, пока в Израиле не появится больше компаний, которые будут сюда завозить автомобили. А почему самостоятельный импорт — это бюрократический ад? Ты знаешь что-нибудь про самостоятельный импорт? Да, я слышал то, что хотели люди завозить, допустим, кто сам для себя или какие-то мелкие компании хотели завозить автомобили. Вроде бы какая-то компания на данный момент, ты слышал, завозит. Я, правда, только про одну видел. Но у них ассортимент, он очень сильно ограничен. Или он просто такой же, как и у официальных дилеров здесь. И если, допустим, ты хочешь сам себе привезти машину, ты столкнешься с таким количеством оформления документов, что оно просто того не стоит. Электромобили — это будущее или очередной налоговый трюк? Если не брать Израиль, да, это будущее. В Израиле у нас не будет будущего с электромобилями, потому что когда сюда завезли электромобили, изначально люди не платили много за годовой паспорт, да, на автомобиль.
У нас называется это решайон рейхов. И там было 500 шекелей вроде в год изначально, а потом эту сумму подняли. То есть элементарно вот у меня есть пример. Моя сестра купила себе автомобиль, и сейчас у нее, она будет платить за электромобиль 1500 шекелей за год. Когда буквально вот пару лет назад эта цифра была намного меньше. То есть государство ищет, как можно даже на этом заработать. И зарядки на автомобиль, они просто стоят космических денег. Если посчитать в переводе на бензин, ну, в месяц ты сэкономишь ну, максимально 500 шекелей. Серьезно? Да, то есть это наглядный пример. То есть сейчас зарядить машину, допустим, да, вот у моей сестры машина Cherry FX, китайская машина, и она на ней каталась, очень хорошая машина. Полная ее зарядка. От 4% мы ее заряжали до 99%. Мы заплатили больше 140 шекелей за то, чтобы ее на 420-430 километров заправить. То есть то же самое на бензин, допустим, на моей машине на бензиновой выходит в 200. Экономия, ну, 60 шекелей за раз. Ну, хорошо, вот за месяц выходит 500 шекелей. Оно того не стоит. Потому что цены на заправку, они настолько высокие, что это просто... ну, А это изначально так было или как бы вначале цена на заправку стоила дешево? изначально я не совсем могу сказать точно. Почему? Потому что когда только появились у нас электромобили, это были первые Теслы вроде сюда завозили, были на них зарядки, да, но тарифов точных я не знаю. Когда массово начали завозить уже автомобили, начали массово появляться зарядки, и, соответственно, тарифы на них высокие. Почему? Потому что то же самое, это те же заправки, какие у нас есть, да, это Yellow, это Delec. Они ставят свои цены, которые они захотят. Это просто обдираловка, по-другому не назвать. Но вот когда появились только электромобили, банки предлагали на них суды, типа, более дешевые. Хм. Ну, с меньшим процентом. Да, Сейчас ты не знаешь, как обстоят дела? нет, сейчас такого нет. Это ты покупаешь машину, ты просто платишь как обычную суду, как у всех. То есть у моей сестры 9%. 9% сейчас, допустим, у нее по суде. Я помню, что вроде 1,5% там было, что-то такое. Нет, у нее 9,5, у меня, допустим, за мою я плачу 10% почти, потому что у меня немножко невыгодный этот мимун оказался, ну, финансирование за машину. Ты часто говоришь, что молодежь уезжает из Израиля не из-за слабости, а из-за расчета. В чем этот расчет сегодня? Рано или поздно до любого человека в Израиле как бы начинает доходить или приходит осознание того, что ты работаешь, да, ты получаешь зарплату, но по факту даже покупая меньше, да, ограничивая себя в покупках, допустим, одежды, в покупках лишней какой-то электроники. Что молодежь у нас любит? Допустим, выходит новый смартфон, да, ну надо же пойти его и купить, правильно? И что получается? Человек идет, он не смотрит на этот смартфон, да, а свой прошлогодний держит в руке. И что он тебе говорит? Да, наверное, нет, я не буду его брать, я сэкономлю. Но даже экономя на этом, не покупая новый телефон, отказывая себе в одежде, там, не ходит по ресторанам, или, может, 1-2 раза в месяц посещает ресторан, да, и то он заказывает там чуть-чуть совсем, не разгуляться. И все равно он видит, что у него не получается сэкономить, потому что, помимо этого, у него все растет. Допустим, если он платил за свою квартиру 3200, то хозяин квартиры поднимает уже на 3500, 3700, а то и 3900, я слышал, у кого-то из знакомых поднималось. То есть на 500, на 600 шекелей поднималась оплата по квартире. Извини, это ты говоришь насчет Кириат-Гата? Я говорю это вообще насчет Кириат-Гата, да и насчет Ашкелона. То есть мы, допустим, когда мы переезжали в Ашкелон, мы искали здесь квартиру. Прям нормально, чтобы квартира была, это 3900 начинается цена. 3900, нормальный ремонт, нормальный район. С каких комнат, типа, одна, две, сколько? 3 комнаты. Вот, и поэтому молодежь смотрит, что она не справляется элементарно сейчас, да, свою жизнь обеспечить. И в то же время, допустим, да, у многих здесь в Израиле есть связи с родственниками, может, они живут в Европе, в Америке. Они с ними общаются, спрашивают, сколько ты работаешь, где ты работаешь, сколько ты получаешь, как у тебя жизнь, какие у вас цены допустим, на продукты, на первые.
Почему я это знаю? Потому что я когда был, допустим, в армии, да, у нас были солдаты тоже, которые приезжали служить с Америки. И я с одним тоже вот подружился, да, он русскоговорящий, потому что у него родители из Узбекистана переехали вот в Нью-Йорк. Они возле Нью-Йорка живут. И когда он вернулся туда, я просто у него спрашивал цены. Скажи мне, сколько это стоит, сколько то стоит. И когда он мне называл цены, да, я сравниваю с нашими, ну, то есть у них где-то процентов на 15 дешевле. Там молоко, яйца. Я говорю о продукты, которые, да, вот у всех как минимум есть в холодильнике. То есть то, что каждый день у тебя должно быть в холодильнике, это элементарные продукты. Я не говорю там, да, красной икре и так далее. А то, что должно быть. Первая корзина у каждого человека, который нормально работает и, соответственно, нормально должен что-то иметь из еды. Но у них это дешевле на 15%. Я говорю за Нью-Йорк, а это город не дешевый. И то же самое в Европе. То есть, по факту, мы обогнали по ценам, наверное, Швейцарию. Но зарплаты у нас далеко не швейцарские. Поэтому молодежь смотрит, молодежь делает выводы и спокойно уезжает. Тихо, молча, не обращая ни на кого внимания. То есть, да, и когда кто-то там пишет что-то в комментариях, что вот, я уехал, не жалею, что ему говорят? Правильно, проваливай. Таких, как ты, нам здесь не надо. Говорят, без тебя тут воздух чище. Вот что говорят. Да, человек уезжает и через несколько лет становится каким-нибудь бизнесменом, у которого там несколько заведений, да, и он вспоминает, где он был, аж вздрагивает после этого. Я не говорю, да, то, что здесь у всех подряд будет, типа, хреновая жизнь. Нет. Здесь кому-то повезло, да. То есть, а везет в основном тем, у кого здесь были родители, которые приехали сюда, допустим, 20-30 лет назад. Они здесь получали жилье практически за копейки. Вот. И потом они это жилье продавали, покупали новое, и, соответственно, у них есть что дать своим детям. Это то, чего нету сейчас, которые вот приехали, да, или я там 10 лет назад, которые приехали, они не могут своим детям такого дать. Они всю жизнь живут в съемных квартирах. Поэтому такая вот ситуация происходит. Молодежь просто хочет работать, даже если так же, как и здесь, столько же часов, да, но жить лучше, позволить себе, своим детям потом дать будущее какое-то. Потому что здесь, даже я сейчас на себя смотрю, я понимаю, что если вдруг у меня будет ребенок, я задаюсь каждый день вопросом, а что я смогу ему дать? Если я сейчас, да, я получаю хорошую зарплату, но этой зарплаты хватает просто покрыть все потребности. Да, я даже могу за границу съездить 2 раза в год, но и то я там за границей не разгуливаюсь, это бюджетная поездка. Получается, будущего как такового я пока не вижу. И если так ситуация продолжится, соответственно, и у меня тогда вопрос появится, а стоит ли мне здесь дальше оставаться или мне двигаться в какую-то третью страну. Вот поэтому этот вечный вопрос. И государство, я не знаю, оно походу ничего не хочет делать с этим. Сложный вопрос, и можно бесконечно об этом говорить, но хотелось бы, да, чтобы государство обратило на это внимание, обратило, что у нас есть молодые семьи, семьи, которым нужно что-то давать. Потому что, допустим, элементарно возьмем меня, и если я хочу купить квартиру, почему мне государство, человек, который служил в армии, 2 года я дал стране, просто не дать. Я не прошу мне дарить квартиру, я прошу дать мне ипотеку, но у меня нет первого взноса. Я в свои 28 лет, какой шанс, что я да быстрее откинусь, чем человек, который берет ее в 50 лет. То есть шанс, что я откинусь, он меньше. Давай согласимся, что я выплачу им все. Есть же, правильно, такой шанс? Как бы время на моей стороне, и банк особо не рискует. Если он мне даст полностью, допустим, 1 500 000 на 30 лет, я согласен, я буду платить, но у меня нет первого взноса. То есть государство в этом плане ничего не делает. И сейчас, допустим, люди начнут говорить, да вот у нас есть там дирабе анаха, это квартира со скидкой, розыгрыш, но выиграть в нем практически невозможно. Мы подавали все квартиры, раздали там половину милуимникам, кто ходил в резерв, был в ГАЗе, и половина отдали там религиозным и кому повезло там. То есть выиграть в этом, это нужно, ну реально, это лотерея, поэтому так и называется, это очень сложно. Дираба анаха это типа Махир Лемештакен, то что было. Да, да. Мы подавали на 3 места в Ашкелоне,
И по итогу ничего. А сколько, ну, типа, сколько лет вы подавали? Типа, каждый год подаете или как? Нет, мы подавали сейчас первый раз, и после первого раза нам уже стало ясно, что а стоит ли оно второй раз платить деньги. А, чтобы подать, нужно деньги заплатить? Естественно. Там маленькая сумма, 200 шекелей, да, но все равно 200 шекелей это тоже деньги. Хоть и сейчас они маленькие у нас в Израиле, но каждый раз по 200 шекелей платить, просто кому-то дарить их, если ты ничего не получаешь. То есть выиграть квартиру это как пойти купить лотерейный билет и стереть, знаешь, его. То есть шанс, что ты что выиграешь, он очень маленький. Вот на днях по Девятому каналу вышла передача, где говорилось, что за последний год из Израиля уехало около 90 тысяч человек. Как ты относишься к этой цифре? Она выглядит реалистично или наоборот занижена? Я думаю, правды тут нам никто не скажет, вот, но я думаю, как минимум процентов 65 они нарисовали от действительности, да, ну, точнее, не то, что от действительности, ну, 65% от того, что на самом деле есть, они нарисовали тебе, вот, а там цифры, возможно, куда и больше. Но мы не можем знать сейчас, сколько из этих людей вернулось, когда ситуация в Израиле немножко стабилизировалась. Мы об этом сможем узнать только, наверное, в следующем году, когда МВД будет снова проводить своего рода не перепись, как они это делают, а подсчеты. То есть они каждый год выставляют статистику у себя на сайте. Как ты думаешь, может ли государство сознательно занижать цифры оттока, чтобы не создавать панику и ощущение кризиса? Я думаю, любое государство так делает, потому что потеря человека в государстве – это потеря, в нашем случае, это потеря налогов. И когда люди уезжают, кто будет платить налоги? Так оно и есть, оно занижают. Можно ли, по-твоему, провести прямую связь между ежегодным ростом налогов и оттоком налогоплательщиков из страны? И да, и нет. То есть все зависит, допустим, от того, насколько хорошо работают предприятия, потому что все, что у нас работает, все бизнесы, они все платят налоги. То есть какой-то процент, но он абсолютно маленький. Если с Израиля, конечно, уедет пару миллионов, да, мы моментально это ощутим, потому что все связано с людьми. Производство делает продукт, человек покупает его, и это круговорот налогов. Ну, вот моя логика была такая, людей, которые работают и платят, становится меньше, нагрузка на оставшихся растет. Насколько эта модель устойчива? Думаешь, нету такого? И есть, но как бы оно не так сильно ощущается. Налоги сейчас в основном поднимали из-за того, что нужно пополнять казну, а они грамотно не умеют разделять бюджет. Если бы грамотно он был разделен, то никакого повышения бы не было. Просто есть министерства, которые нужно давно закрыть, никакого толка пользы от них никакой нет. Ну, поэтому мы видим рост рождаемости в религиозном секторе, который в значительной части не работает, не платит налоги, не служит в армии. Видишь ли ты здесь долгосрочную проблему? Да, потому что не может все держаться на плечах только одних людей, да. Это которые у нас есть, так называют light, да, датичные, которые и служат в армии, и, в принципе, принимают полное участие в жизни страны, да. И есть просто светские люди. На этих двух прослойках, я не знаю, как правильно это слово сказать, держится, в принципе, вся экономика. Потому что тот, кто работает, тот, кто служит, это они приносят пользу. А те, кто просто получают пособие от государства, я считаю, что это как, знаешь, нельзя сказать, что это как паразитирующее, потому что они тоже люди, да, и у них такие убеждения, мы ничего не можем сделать с этим. Но это ненормально, что, да, одни работают, одни все делают, а вторые просто сидят. И помимо того, что они сидят, они еще и получают от государства помощь на покупку себе жилья. Потому что, ну, это реально происходит. Город, с которого я переехал, рядом с городом строился район. И там больше половины квартир просто раздают ультрарелигиозным. А вот что мы получаем. Там еще у них есть серая экономика, очень много наличных. Да, да, у них государство в государстве. То есть там, если ты ходишь, да, как бы состоишь в секте, потому что я по-другому не могу назвать. Я не говорю о датичных, обычных, да, допустим, которые просто не одеваются в одежду определенно, а просто вот одевают кипу, да, в шаббат ходят помолиться в синагогу, да, я абсолютно поддерживаю таких людей. Это религия, да, которая помогла сохранить идентичность еврейского народа, которая помогла нам остаться теми, кто мы есть. Вот. И я абсолютно поддерживаю этих людей. Но я не поддерживаю то, что делают именно ультрарелигиозные. Называю это сектой. По-другому никак не назвать.
Если ты состоишь в их секте, у тебя есть будущее. Твои дети будут и в садиках, у тебя будет дома еда, у тебя будет дома все, тебя полностью обеспечивают. Главное, будь с ними в секте. Вот так это работает у них. Что происходит со страной, когда демографический рост идет в секторах, которые не участвуют в экономике? Но это то, что происходит сейчас, то, что мы наблюдаем. Мы платим за них. Они что откуда-то получают деньги, правильно, на свои шивы, на свои дома, которые, ну, на то, чтобы просто их содержать. Бюджет на них тоже распределяется. Может ли это привести к ситуации, когда работающие просто не смогут вытянуть систему? Ну, за все эти годы пока этого не происходило, да, но все может быть. То есть у нас просто сейчас будущее, которое буквально непредсказуемо. Никто не думал, что у нас будет такая война с Газой, да, поэтому я же говорю, то есть тут невозможно предугадать. Все зависит еще от того, что будет на следующих выборах. Если ничего не поменяется, каким ты видишь Израиль через 10-20 лет с точки зрения экономики, армии и социальной справедливости? Я тогда вижу так, что у нас будет своего рода, знаешь, как говорят, день сурка. Мы будем повторять одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть, да, 2 года там повоевали с Газой, война закончилась, 2 года на затишье и опять. То есть нам нужно полностью менять все, полностью менять всю систему, да. То есть я даже записывал у себя ролик, вот, я, конечно, не прям такую мысль в нем выражал, но я имел в виду то, что нам нужно полностью все менять. В Кнессет должны заходить молодые люди, которые, допустим, да, у них есть образование, которые закончили элементарно там менеджмент, управление, финансы, даже те, которые элементарно учились в Европе. Этого образования, чтобы, да, допустим, если у него финансовое образование получено в Европе, в Америке, его здесь будет предостаточно, чтобы он уже понимает, как с этим работать, с финансами, с управлением. Таких людей много, просто система так настроена, что попасть туда практически невозможно. Только со связями. То есть старики, которые там сидят, да, с уважением к людям такого возраста, да, но они должны уже выходить, они должны место уступать молодым. Почему? Потому что мир на месте не стоит. Каждое новое поколение, оно умнее предыдущего. Поколение, допустим, которое вот сейчас, да, вот рождается, они понимают элементарно даже больше меня и тебя. Они будут больше понимать нас, лучше разбираться в электронике, потому что мир и как бы будущее мира за технологиями. А те, которые сейчас сидят в Кнессете, они не уверены, что они все понимают, как это все устроено, технологии и так далее. То есть, почему я за это топлю? Чтобы молодежь шла. Потому что они будут развивать страну технологически также. Вот, от этого все зависит. Как у нас будут работать системы, банковские приложения, да? У нас приложения банковские почти все, но работа их, ну это просто, как у нас в Израиле говорят, а-ля паним, да, на лицо. Это нужно все модернизировать. И это могут сделать только тогда, когда будет управление, когда будет требование к этому ко всему, чтобы это все, как у нас говорят, лейткадем, да, оно шло и продвигалось, не стояло на месте. Не так, что создали, да, приложение, оно стоит на месте, оно не двигается и обновляется раз в год и работает через раз. И если зайдешь в банковскую аппликацию, приложение, это тебе повезло вообще. То есть, как бы, по-твоему, что государство сейчас нету какого-то реального плана на какие-то изменения? И мы просто откладываем кризис на потом? Ну, это хороший вопрос, да. Это хороший вопрос, но в то же время он сложный. И многогранный, можно сказать и так, что, смотри, на месте, да, на месте у нас, в принципе, прям чтобы на месте стояло, оно не стоит на месте, оно двигается, да, но двигается не с такой скоростью, как хотелось бы. Нам нужно развитие куда быстрее, потому что то, что сейчас у нас происходит, да, это клоунада можно назвать, то, что происходит сейчас вот в управлении, да, в Иерусалиме. Это клоунада, по-другому никак не назвать. Один другого кидает, там бьет, второй выкрикивает оскорбление в этот адрес, третий обзывает всю Алию, которая приехала из постсоветского пространства и призывает всех сдавать тест ДНК. Ну, то есть нам нужно немножко другое. Нам нужно порядок, и нам нужно, чтобы сейчас принимались правильные законы. Законы, которые позволят людям нормально жить, нормально работать, нормально воспитывать семьи, да, и не быть в постоянном
страхи, что будет за завтрашним днем. То есть смогу ли я завтра пойти в магазин и спокойно купить детям еды? Не заблокируют ли мне банковскую карту? Я вот за это говорю, то, что люди хотят быть уверенным в завтрашнем дне. Сейчас этой уверенности практически нет. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Расскажи историю со шкафом, как пример сервиса в Израиле. Со шкафом. Ну, я купил шкаф, да, в магазине Ace. Это известный магазин, очень известный магазин, им все пользуются, да. И так получилось, что проходит 2 недели, мне ничего не привозят. Я им звоню, пишу, так и так, 2 недели прошло, у вас написано на сайте 14 дней. Они мне говорят, вот тебе номер, звони уже в магазин, то есть откуда тебя должны везти. Оказывается, они у себя продают продукцию, то есть у них какой-то магазин может выставить продукцию, и они эту продукцию потом продают. То есть они как будто бы реализовывают товар. Вот так это можно назвать. Посредники. Да, они посредники, реализаторы, вот так. И я звоню по итогу в сам магазин, который находится аж в Хайфе, оказывается. Я не знал, что он в Хайфе находится. И так получается, они мне говорят, да, сейчас у нас задержки. Я говорю, хорошо, но 14 дней прошло. Я им говорю, что я прекрасно знаю, как работает логистика, потому что я сам с ней немножко связан. Из-за работы на грузовике у нас бывает тоже, мы занимаемся логистикой, когда не хватает водителей, я тоже бывает выезжаю делать это. И не бывает такого, что в 14 дней по Израилю шел заказ. Я им это все говорю. И даже так ему говорил, что вы мне сейчас будете доставлять это бесплатно. Вы 14 дней просрочили. По закону делаете, по закону я могу даже и деньги сейчас вернуть. Или же вы мне бесплатно. Они говорят, нет, если хочешь, мы тебе вернем деньги. А я пришел к тому пониманию, да, что если я сейчас буду заказывать новый шкаф, это еще 14 дней жить, пока не привезут. Даже если у других буду брать. У нас быстро не происходит это. Сколько я раз заказывал, самое быстро ко мне пришло это за 9 дней. А мы находимся, к примеру, в Израиле. У нас тут расстояние, 80 километров, да, там 90 километров. То есть такое ощущение, что с Хайфы ко мне шкаф пешком шел сюда. И по итогу я его получил за 30 дней, да, почти. 29 дней прошло, я получил шкаф. Вместо 14 дней, которые были обещанные. И еще с меня взяли на 50 шекелей больше, чем надо. Ну, ничего не поделаешь. Такой у нас сервис здесь. Как говорится, не нравится, не заказывай, закажут другие. Поэтому в этом плане, да, в этом плане есть, конечно, недовольство, но, увы, я не знаю даже, что с этим можно поделать. То есть люди терпят, люди просто ждут. А по поводу чистоты? Чисто ли в Израиле? И да, и нет. Смотри, как и в любой стране, да, все зависит от района, в котором ты живешь. Элементарно есть пример. Ты снимаешь квартиру, да, допустим, вот у нас в городе Ашкелон. Можно найти жилье за 2500 шекелей, да? Конечно, я думаю, уже догадываешься, да, что там будет в округе, вокруг тебя. Ты выходишь, у тебя будут сидеть на лавочке какие-то люди с особой социальной ответственностью, да, по ночам. Вот, но есть районы, допустим, в которых жилье уже стоит от 3500 шекелей. Там уже будет получше. Ну, там будет получше, но все равно не идеально. Не идеально. Если ты хочешь идеально, это уже начинается от 4000 шекелей. То есть 4200, 4300 это уже будет новые, абсолютно новые районы. У них есть дополнительные там налоги, ты платишь, что за уборку вокруг здания.
То есть это ВАДу платишь, это управление дома, да. Да, но проблема, извини, что перебиваю, проблема тут еще в том, что эти уборки тоже они недостаточно хорошо делаются. Эти уборщики часто там какашки, например, не будут убирать. Или они там что-то пометут, потом сидят целый день, отдыхают. То есть тут немножко сложнее. Да, есть такое, я с этим не поспорю, да, не поспорю с этим. Вот, но, как говорится, да, есть районы, в которых чисто, и есть районы, в которых прям очень чисто. Как и в любой стране, да, вот есть разные районы. Есть благополучно, есть не очень. Насколько независимые СМИ в Израиле? Хм. Ну, если брать, допустим, вот я слышал про 12-й, да, канал телевизион, то или 13 или 12 кто-то из них, их называют прямо вот в открытую, да, что это рупор этого Ликуда. Также у нас есть еще канал Радио Нария, про него записывал как-то ролик в ТикТок. Почему? Потому что у них в конце ролика досматриваешь, да, и у них есть песня, что там они постоянно Биби показывают, как он с разносом по военной базе, там с солдатами общается. Я ничего против не имею, хорошо, пускай общается, но, то есть, они настолько палятся, они даже песню написали, что Биби наш король. Это попахивает тем, что происходит войной на всем известной стране. То есть нет такого понимания, да, что ты вот так вот премьер-министра страны восхваляешь. Он всего лишь человек, который выполняет свою работу. И вот такие действия, я не думаю, что они до чего-то хорошего приводят. Мы историю уже видим. А всякие военные аналитики, как ты думаешь? А в каком плане военной аналитики? Ну, они говорят, что, типа, там некоторые говорят, что вот мы не поддерживаем Биби, но потом в каждом ролике говорят, вот там, ну, восхваляют его. То есть то же самое по факту делают. Ну, смотри, есть, смотри, я понимаю, я понял, о чем ты, я понял абсолютно, о чем ты сейчас говоришь. Смотри, есть такое дело, да, вот когда Биби, у него есть сильная его сторона, это когда он выступает, допустим, да, вот на публике, в плане того, когда он толкает речь, когда он был на Генеральной Ассамблее ООН, то есть у него абсолютно была сильная речь. Даже когда люди вышли, все равно его речь посмотрели. И если ты помнишь, у него тут был этот QR-код на одежде, если ты смотрел новости. Этот QR-код, потом, когда его сканировали, там вроде бы несколько миллионов раз его просканировали. Я точно не знаю цифру, но прям очень много раз просканировали. И там это было видео 7 октября. То есть он умеет себя преподнести, в этом его плюс. Но минус его в том, что он долго принимает решения. Он как будто бы боится их принимать. И из-за этого многие его критикуют. Но как политик, да, в принципе, я не могу сказать, что он плохой в этом плане. То есть у него хорошо получается это вести переговоры. В этом он, я думаю, очень сильный политик. И в переговорах, выступлениях на публике он хорошо влияет. И хорошие отношения у него, наверное, я предполагаю, с президентом США. Ну да. Где проходит грань между критикой и пропагандой? М, Да, вопрос хороший. Ну, смотри, прежде всего, да, вот, с чего начать хочу, это то, что у нас в стране, да, есть минимальная, я так скажу честно, для меня это минимальная свобода слова. То есть, если я, допустим, скажу, да, у себя в ТикТоке, там, что пример идиот, я имею право на это. Но если я, допустим, начну призывать к тому, чтобы навредить, это уже будет нарушение закона. Это я сейчас немножко с другой стороны хочу подойти. Потом, грань между критикой и пропагандой. Ну, мы элементарно видим пропаганду, если посмотреть на радио Нария, на 12 или 13 канал. То есть вот самое жесткое это именно вот есть мелкие каналы, которые просто у них пропаганда в каждой строчке. То есть у них новость. Премьер-министр Израиля то сделал, премьер-министр Израиля третье сделал. Но ты заходишь потом в Телеграм, да, в какое-то новостное агентство другое. У них новости обычные, стандартные. Там то произошло, то это произошло. И ни одной новости о премьер-министре Израиля. Вот. То есть
это и есть пропаганда, когда в каждой новости только премьер-министр Израиля. То есть они как будто бы соревнуются, сколько раз они упомянули его имя у себя в новостях. Это и есть пропаганда. А критика это когда, допустим, садится какой-нибудь военный аналитик. Допустим, мне очень симпатизирует, и если ты знаешь, Сергей Ауслендер, я еще смотрю Дмитрия Дубова, очень известные у нас в Израиле. И они, бывает, критикуют. И есть за что критиковать. У них здравая критика, я считаю. Вот. А пропаганда это то, что я сказал, это мелкие каналы, которые это и делают. Мгм. Эм, Зачем ты создал свой блог в ТикТок? Что ты хочешь донести людям? Я создавал его изначально для того, чтобы донести до людей, что если мы не будем ничего менять в стране, то нас это ни к чему хорошему не приведет. Вот у меня, да, в один день я просто сидел на работе, там у меня был перерыв, я листал новости, вот, посмотрел новости, да, закрыл телефон и просто сидел, вот, смотрел, помню, в одну точку. Я вот понял один момент, что а почему у нас так все происходит? Почему у нас ничего не меняется? Вот что мы делаем не так? И оно начинает доходить. Оно, как, знаешь, в памяти всплывать отрывки. То есть элементарно, у нас были в Израиле выборы. Я знаю кучу своих знакомых, которые вместо того, чтобы потратить буквально полчаса своего времени, да, пойти там стоять в очереди, проголосовать, как думаешь, что они пошли делать в этот день? Шашлыки? Да, шашлычки жарить, выпивать. А я пошел утром, взял свой Тулазеут, паспорт, пошел проголосовал. Понимаешь? А когда я им это говорю, что, дорогие мои, но почему вы не пошли? Это всего лишь полчаса. Потом идите, жарьте, что хотите там. Сколько хотите, жарьте, вас никто не ограничивает. Просто пойди проголосуй. Знаешь, какой ответ они мне говорят постоянно? Смотря кому ты говоришь. Русскоязычным или ивритоговорящим? Ну, в основном это русскоязычное население. Я говорю именно за русскоязычных. Почему? Потому что в основном, да, вот если я помимо работы, вот это родственники, да, знакомые, да, знаешь, что говорят мне? Что от нас ничего не зависит. Да, я знаю. Вот. А откуда это мнение пришло? Из Союза? Да. Почему? Потому что там говорили им, что там сиди тихо, не высовывайся. Да, они были в этом правы, я не спорю с ними. Почему? Потому что при коммунизме лучше сидеть тихо, не высовываться и живее других будешь. Но мы приехали в другую страну, у нас здесь есть минимальная свобода слова, да, и вроде какая-то демократия, которая позволяет тебе выражать себя, выражать свое мнение, говорить то, что ты думаешь, не призывая, конечно, к насилию. Вот, и также в плане выборов. Пойти проголосовать, потому что каждый выбор, каждый твой выбор, да, он несет последствия. Также и на прямых выборах пойти кинуть тот конверт. И это многое изменит. Но люди этого не делают, они до сих пор, у них в голове живет то место, откуда они приехали. И также они говорят и молодым людям, что от нас ничего не зависит, перестань, не надо туда ходить, без нас справиться. Так не будет, не справиться. Точнее, не справиться, но все мы знаем, кто на выборы ходит дружным строем, как в армии, да, только в армии не служат. Есть ли у тебя какая-то цель или миссия канала? Да. Я бы хотел... Вот у меня канал, да, в котором пока что я рассказываю о проблемах в Израиле. И многие мне говорят, да, допустим, в личных сообщениях писали, что почему так все это критикуешь, почему такой негатив, почему тебе все не нравится. И я не говорю, что мне не нравится. Израиль это хорошая страна. Мне нравятся люди вокруг. Мне нравится ментальность. Я здесь хорошо прижился. То есть я себя чувствую здесь, можно сказать, как дома. Даже независимо с теми всеми проблемами, которые у нас есть. Я себя чувствую здесь, в принципе, нормально. И я всего лишь хочу об этих проблемах говорить, потому что их нужно исправлять. И для будущих поколений, которые здесь будут, что мы им оставим? Политику, которая сейчас у нас происходит в стране, она ни до чего хорошего не доведет. В этом нужно исправляться, нужно что-то с этим делать, поэтому я и начал свой канал вести. Я почему за выборы упомянул? Потому что с этих выборов все и начинается. Придут другие люди,
Даже я понимаю, что сейчас новых политиков сюда не пустят, потому что система пока еще не готова меняться. Но даже если мы проголосуем за кого-то менее, как говорится, да, менее правого, менее левого, что-то по центру, который будет стараться как и хорошо уже, как и для ультрарелигиозных, так и для обычных светских людей, потому что они такая же часть Израиля, они также работают, на них все держится, тогда мы по-другому заживем. Но для этого нужно, как я уже сказал, да, идти голосовать. В этом и есть посыл моего канала, что я хочу, чтобы люди больше открывали глаза, больше думали, что потратить полчаса своего времени, да, это много что изменит. И, в принципе, да, у меня даже в планах есть и что-то позитивное снимать об Израиле. Я думаю, у нас тут много позитивных вещей. Вот по религию и государство. Магазины, которые работают в шаббат, запрет или выбор? Но я считаю, что каждый человек вправе, да, изначально, вот если подойти к этому правильно, каждый человек вправе решать, что ему соблюдать, а что ему не соблюдать. Если человек хочет пойти в шаббат и купить что-то себе в магазине, пожалуйста, это его выбор, он может пойти и купить. То есть не всем нравится, да, может что-то соблюдать в религии. То есть каждый человек волен решать, что ему делать в жизни. Сколько раз ему молиться или вообще не молиться. То есть он несет за себя сам ответственность. И диктовать кому-то, как ему жить, это, я могу сказать, что это не совсем нормально, потому что ты не можешь человека принуждать к чему-либо. Почему тогда, ну, как бы, не почему, точнее вот эти магазины, которые открыты в шаббат, они же платят большие штрафы за это. Да. И я считаю, это очень плохо. Государство должно с этим что-то делать. И как оно аргументирует, что у нас есть, да, 5 дней в неделю, в них, пожалуйста, ходите в магазин. Извините меня, нормальные люди 5 дней в неделю работают с утра до вечера. И ходить в магазины им, честно, ну, нафиг не надо, эти магазины среди недели, потому что у тебя нет на это времени. У тебя есть, бывает, или пятница, или суббота. Вот если меня брать пример, я беру только себя. Я работаю или пятницу, или субботу. Потому что если я на работу не выйду, да, у какого-то Феди не будет определенного товара. Или какой-то Ицик, придя в магазин, не дает чего-то. Вот так это работает, экономика. Те же перевозки, они работают практически без выходных. Вот, и я, допустим, имея выходной в пятницу, да, я хочу вечером пойти в какой-то магазин, но что мы по итогу получаем? Да? Половина закрыта. Даже те, которые особо там не связаны с кашрутом, с едой, да, там какая-то техника, электроника или какой-то, хорошо, если брать уже то, что связано с едой, ресторан, половина закрывается. Почему? Потому что они не хотят штраф платить. И я считаю это абсолютно неправильно. Есть люди, которые работают почти всю неделю, даже выходной один день, и у них есть всего один день, чтобы куда-то пойти, и в этот день им говорят: нет, сиди дома, как будто, знаешь, под замком. Справедливо ли задержание религиозных за счет работающих? Ну, вообще нет, но у нас такая реальность. С этим ничего не поделаешь. Армия должна быть для всех? Я считаю, что да. Кто владеет УЛДЗУ, должен отслужить минимальный срок. Даже если не в боевых войсках, то отработать на страну положенный ему срок, как я это сделал. Я был водителем, как я уже сказал выше. Он ты не хотел. Да, я не хотел, но раз меня уже взяли, да, то есть, как говорится, добровольно-принудительно, да, или у меня не было выбора, то я уже и, как говорится, получил права, но и свое отработал. Я отдал государству 2 года, даже пусть я и не хотел. Так что, э, как бы, кто бы там что ни говорил, я свой долг стороне отдал. Давай поговорим про репатриантов и русскоязычное общество. Достаточно ли делает государство для интеграции репатриантов? Нет, я считаю, что нет. Почему? Потому что, когда человек сюда приезжает, помимо того, да, что он получает выплаты в Мисрат Клита, это Министерство абсорбции, если я правильно сейчас это произношу, той выплаты, которую сейчас они получают, недостаточно. Потому что если это приезжает семья, то, допустим, то, что они получают, этого сейчас хватит только закрыть дом и еду. Вот. Это не говоря уже за коммуналку. То есть еще коммуналка, еще одежда и все прочие услуги. То есть человеку попросту нужно идти на работу, и он идет куда? В русскоязычные
коллектив, чтобы как-то себя нормально чувствовать. И он не вливается в страну. Это нельзя назвать, что он вливается в общество, что он, как это назвать, интегрируется правильно. Это неправильная интеграция. Правильная интеграция – это когда государство тебе дает, допустим, время, чтобы ты адаптировался. Ты приезжаешь, ты начинаешь учить нормально, углубленно иврит каждый день. Тебя не отвлекают работой. Ты еще успеешь наработаться. Ты еще государству отдашь большие деньги за всю свою жизнь. Пускай государство не переживает по этому поводу. Человеку нужно дать знание нормального языка, дать ему нормально его выучить. То, что сейчас нету. Потому что без языка у тебя нет будущего в стране. Мы выглядим, знаешь, как своего рода такие обезьянки, которые пытаются, ну, я думаю, понимаешь, в чем я. Когда ты приходишь в банк, да, допустим, вот тебя возьмем или меня, ты сидишь, допустим, нормально разговариваешь с банкиром, и приходит человек, и начинает ему на русском говорить, какому-то марокканцу, который ничего не понимает. Он на него смотрит вот такими глазами и не знает, как на пальцах ему ответить. Я вот за это имею в виду. Ты сидишь, потому что ты знаешь русский язык, и тебе за него почему-то стыдно. Хотя как бы ты к этому особо не имеешь отношения. И ты начинаешь помогать ему переводить и так далее. То есть, а человек в стране, допустим, уже 3-4 года и ничего не знает. Потому что он работает. Ему некогда учить после работы иврит. Почему? Потому что в основном такая работа, на которую берут репатриантов, это работа, на которой человек просто за день устает настолько, что он домой приходит, он даже бывает не ужинает, просто ложится спать. Ему не до иврита. А то и ночные смены. И потом у него просто едет кукуха после того, как он переходит с ночной на дневные смены. То есть ему абсолютно не до иврита. Мгм. А вот по поводу банков, у меня здесь нету вопросов, я забыл дописать. Мгм. Но ты говорил такую мысль, что типа вот хорошо бы сделать для всех репатриантов, кто только репатрирует, у них же у всех есть вот эта вот поступенчатая программа, что они должны пойти в банк, открыть счет, там какие-то еще места посетить. Вот хорошо бы сделать, чтобы у всех в этих местах были русскоязычные люди, которые будут помогать им. То есть в некоторых, извини, что перебиваю, да, в некоторых городах, да, типа Акко, я слышал, сам не проверял, но я слышал, что типа там у них больше вот помогают новым репатриантам после переезда. Но в других городах типа такого нет. Ну, не знаю, может сейчас в Акко уже что-то изменилось, но до этого было так. Во времена Виталика. Виталик, привет. Во времена Виталика, возможно, и была помощь, да, но мы говорим, допустим, о многих городах Израиля. Я понимаю, что Израиль это ивритоговорящая страна, и то, что никто здесь не обязан никому, да, то, что человек должен идти и сам все делать, но человек не может. Допустим, открытие банковского счета – это серьезное дело, ты должен понимать, что ты подписываешь, какие услуги тебе предлагают, и порой бывает тебе дают то, что тебе не надо. Вот, об этом я имел в виду. И в том, что человеку даже доходчиво объяснить. И я слышал, что за последнее время немножко изменилась система, дают договора на русском языке, и человек должен их все прочитать перед тем, как подписать. То есть, да, уже есть в этом плане улучшения. Но они были введены, если не ошибаюсь, то ли 2 года назад. А все это время до этого я не слышал, потому что я подписывал на иврите. Никто ничего не предложил. Я им тогда доходчиво объяснил, что даже на своем ломаном иврите, что когда у меня, да, был плохой еще иврит, когда открывал счет, что я не могу читать и писать. Я могу только понимать, что мне говорят. И мне дали на иврите все равно. А вот сейчас уже, вот когда моя сестра открывала себе счет, когда в Израиль приехала, она уже получила на русском языке. Почему русскоязычное сообщество так разобщено? Это ментальность. Это напрямую связано с ментальностью. Почему? Потому что все начиналось еще с коммунизма, да, который был в Советском Союзе. Это напрямую связано. То есть так получалось, да, что при коммунизме люди были, что им говорили, точнее, что вы общество, вы огромная большая семья, которая обязана делать все на благо своей страны. Но потом, когда развалился Советский Союз и открылись границы, да, люди смогли как-то приватизировать, допустим, да, частная собственность появилась, можно было на себя работать, на себя магазин открывать и нормально зарабатывать,
то что получилось? Люди начали деньги забирать себе, то есть начали зарабатывать, и что у них в голове было? Главное, что есть у меня. Главное, что хорошо мне. А за других мне на них все равно. Главное, что у меня все хорошо. И это напрямую отражается и в нас, потому что эти люди воспитали нас. Мы росли среди них. Так оно и получилось, что поэтому и разобщенность. Все от этого идет. То есть каждый думает только о себе. Абсолютно верно. И я такого же мнения, я этого не скрываю. Это нужно в себе менять. Увы, мы все так были воспитаны. Кто жил при Советском Союзе, родители, даже после него, особенно после него, потому что их да, мамы, то есть бабушки и дедушки для нас, они их также и воспитывали. Почему? Ну, такая ментальность, это уже в крови у людей. Может, это через пару поколений пройдет, может быть, но я, честно, я не уверен. Смогли ли репатрианты из СНГ создать сильную общину? Нет. Этой общины нет. Допустим, у нас поддержка очень слабая. Если брать, допустим, вот пример да, тех же эфиопов, когда одного из них полиция застрелила, мальчика. Я думаю, ты помнишь, да, что потом было? Вот это настоящая поддержка. А когда у нас русскоговорящего, допустим, если ты помнишь историю человека, которого помиловали, Здоров. да, он работал в школе, и его обвинили ему прокурор дал туда срок. Но он 17 лет отсидел как бы. Вроде бы да, его освободили, но потом еще пытались предъявить что-то. То есть прокуратура и суд показали свою полную импотенцию в этом плане. Он 17 лет отсидел ни за что. И сейчас ему просто выплатят за это гроша. То есть свои года он отдал, ну, то есть он отсидел за то, чего он не делал, не совершал по факту. Вот оно что. То есть, если бы, представь, в другой общине, в какое-то вот так вот, да ты чё, там такой бы шум подняли по всему Израилю, полицейские машины перекидывали, как это делали эти наши братья эфиопы. То есть, вот она поддержка. Всем все равно. Главное, что у меня все хорошо, да, моя хата с краю, как говорят. Вот так это и работает. Это в нашей ментальности, я же говорю. Может быть, поколение, которое уже после нас здесь родятся, если быть правильно воспитаем, у них уже другая логика будет. И они уже что-то организуют. Хотя в этом не будет смысла. Почему? Потому что они уже будут просто израильтяне. Корни их уже будут здесь, они родились здесь. Их ничего не связывает с теми странами, откуда приехали мы. Мгм. Как ты относишься к последней волне репатриации? Тыквенная лата. Я думаю, им реально сложно здесь, ну, как и нам. То есть я тоже могу попасть, да, попадаю, точнее, в эту волну, потому что 7 лет назад я снова сделал репатриацию. И да, это очень сложно. Половина из них, когда у них заканчивается корзинная поддержка, они уезжают из-за этого, потому что они не видят какого-то будущего. Они работают день, ночь и уезжают, потому что они понимают, что им там было легче в стране исхода. Уезжают обратно? Да, они уезжают обратно или в третьи страны. Не в ту страну, откуда приехали там Канада, Америка, Европа, переезжают. То есть Израиль как трамплин своего рода. Почему критика страны так болезненно воспринимается среди русскоговорящих? На моем канале люди критикуют Израиль, и это очень болезненно воспринимается. Ну, как я и говорил, да, это все относится, увы, к ментальности, которая у нас. Потому что критиковать раньше было запрещено. За критику можно было что-то получить. Нет, ты мог, конечно, критиковать, да, но эта критика не выходила за пределы твоей кухни дома. Дома вы говорили, какие там они плохие и так далее, но на улице, между друзьями на работе, это тишина полная. Не дай Господи, потому что все были в партиях, и все это могли донести, и человек за это получал. То есть, и это сюда перенеслось. То есть, когда люди критикуют здесь, это так воспринимается. Не нравится, вали, там, чемодан, вокзал, там, да, и аэропорт. Проваливай отсюда, без тебя будет лучше. Вот. На этом все и повязано. Просто странно, на самом деле, не то, что ты сказал, а странно, что это пишут и молодые, и взрослые. То есть они говорят, вот это моя страна, молоко, мед и все такое. И я люблю эту страну, а типа те, кто критикует, они не любят эту страну. То есть критика и любовь тут у многих как-то замещается понятие.
Есть люди, которые критикуют и хотят каких-то улучшений, хотят, чтобы здесь стало легче жить, там, лучше жить. А другие говорят, «Вот ты критикуешь, значит, ты антисемит, или там какой-то иранский шпион, или еще что-то». То есть какие-то такие вещи. И я считаю, смотри, что критика это своего рода забота о стране, потому что ты переживаешь за свою страну, ты хочешь, чтобы в твоей стране было лучше следующим поколениям. Я думаю, ты со мной согласишься в этом? Ну, я, в принципе, то же самое сказал. Ну, как бы, просто вопрос, почему ты сказал, что это ментальность оттуда, да? Ну, и ладно, это можно понять, это я соглашусь с этим. У людей, которые там лет 30 назад приехали, там, или, ну, в 90-е приехали, большую часть жизни прожили в Советском Союзе. Но я такую же реакцию вижу от людей, которые в молодом возрасте приехали. Я имею в виду, которые недавно приехали, которые, типа, вот пару лет здесь живут. И все равно они вот так же, точно так же отвечают. Почему? Смотри, ну а кто их воспитывал? То есть должно пройти несколько поколений, чтобы это изменилось? Да, ну смотри, потому что, как я тебе сказал, кто их воспитывал, какое они воспитание получили, от кого они это унаследовали. В этом да, должно пройти несколько поколений, потому что люди пережили сначала наш своего рода стресс, потом освобождение от этого стресса, а когда человек начинает, ну, природа человека, как работает. Это то же самое, как вот из Египта, когда выходили, да? Там тоже несколько поколений должно было пройти, чтобы рабское вот это мышление забылось. Увы, но это так. То есть это, можно сказать, это последствия коммунизма, а потом, когда его, как говорится, да, поставили в режим off, выключили, то люди начали для себя жить, и главное, себе все плести. То есть, ну, это, их можно понять. Я бы, наверное, тоже так же делал. Что помогло бы репатриантам чувствовать себя своими, по-твоему? Чувствовать себя своими, но это сложный вопрос. Но что я могу тебе ответить, да, на него? Это то, что чтобы государство заботилось и делало правильную интеграцию, показывало людям, что они не одни. Ты видишь свое будущее в Израиле? Ну, пока что я стараюсь видеть это будущее, но дальше будет видно. То есть зависит от того, что у нас будет в следующем году и куда политика дальше пойдет у нас. Если Израиль не изменится, что будет через 15 лет? Если мы в таком темпе дальше будем идти, то мы станем, во-первых, самой дорогой страной, наверное, в мире по всем услугам, это раз. А еще, что могу добавить, это то, что у нас будет население, возможно, даже идти на, ну, отрицательно, как говорят, да, вот вырождается, не то, что не вырождается, а то, что вымирает население, да, то есть люди не заводят детей. Почему? Потому что они попросту не могут их обеспечить. И если политика в том же плане дальше продолжит идти, ничего хорошего не будет. То есть специалисты бизнеса будут уходить. Ну, сейчас тебе обязательно напишут, что есть люди, которые там по 4 ребенка в семье. Я вот видел тоже, что кто-то там из моих гостей говорил про то, что тяжело завести детей или что-то такое. И ему в комментариях, там у нас в среднем по 4 ребенка детей. По 4 ребенка в семье, по 3 ребенка. И ничего, нормально, типа, у нас несколько квартир, все отлично. Ну да, смотри, все зависит от того, когда люди приехали сюда. Понимаешь? Потому что сейчас у молодых семей, которые здесь в Израиле, которые пытаются платить жилье, ну, это настолько сложно, что вот представь, ты зарабатываешь, допустим, да, вот жена работает, ты работаешь, да, вы вместе зарабатываете там, ну, 25 тысяч. У тебя ипотека 7-7,5 тысяч за трехкомнатную квартиру. У тебя, допустим, двое детей. Этих двое детей нужно отправить в садики или в школы, и везде нужно платить. То есть, плюс на них еда, одежда. И у тебя выходит то, что ты расходуешь не 25 тысяч, которые вы вместе заработали, а у тебя выходит на несколько тысяч больше, что приводит к постоянным минусам. Люди постепенно уходят в минусы. Ну, и последний вопрос. Почему ты считаешь, что молчать сегодня опаснее, чем говорить? Ну, потому что если мы не будем ничего говорить, мы не будем влиять на других людей, то это приведет к тому, что мы наблюдаем сейчас, да, то, что мы теряем людей, которые могут здесь хорошо работать, приносить прибыль государству. И самое главное, это то, что мы теряем сейчас то, что семьи, да, которые вот, ну, семья, допустим, да, создалась, вот, они рассматривают сейчас просто для себя, как бы просто прокормить изначально себя, закрыть свои потребности. А когда они думают о том, чтобы, допустим, там ребенка завести и так далее, то, посчитав расходы, они попросту
эту идею откладывают на потом. И это не одна семья так делает. Это много семей так делает. То есть в основном детей заводят те, кто может это обеспечить. А это очень маленький процент. Либо они, допустим, если вот такое же произошло, ребенок появляется, они, как я уже сказал, да, тратят денег больше, чем зарабатывают, и постепенно появляется у нас такой процент людей, которые попросту никогда не могут выйти из минусов, как бы они ни экономили. Все, спасибо тебе огромное за интервью. Вот, очень круто получилось. Мне очень понравились твои ответы. Друзья, если вам откликнулся герой этого интервью, его позиция и то, как он говорит о жизни в Израиле, важно знать, что это коллаборация. Под этим видео вы увидите две аватарки – моего канала и канала Евгения. Евгений пока еще начинающий ютубер, но он говорит честно и по делу, и без попыток понравиться всем. Если вам близок такой формат, зайдите к нему на канал, подпишитесь и поддержите его начало. Будет классно, если вы напишите комментарий под его видео и передадите привет от меня. Уверен, ему будет это действительно важно. Спасибо, что досмотрели до конца, друзья. И до встречи в новых видео. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.